На севере Бразилии, в регионе Каскаса, в 21 веке были обнаружены огромные круги, видимые с высоты птичьего полета. Эти геометрические фигуры привлекли внимание местных жителей и исследователей. Первоначально их заметили на спутниковых снимках, и необычная форма вызвала множество вопросов. Научные круги начали обсуждать возможные причины их появления, от естественных процессов до человеческой деятельности. Круги имеют размеры от 30 до 130 футов в диаметре. Они расположены в симметричном порядке, что придает им художественный вид. Некоторые из них представляют собой идеальные круги, другие выглядят как спирали или сложные узоры. Первые исследователи отметили, что все они расположены вблизи мест, где ранее находились высокие растения, такие как тропические деревья и кустарники. В 2012 году группа бразильских геологов провела первое исследование и обнаружила необычную структуру почвы в этих местах. Земля в круговых образованиях отличалась по составу и плотности. Ученые начали собирать образцы и анализировать их, надеясь узнать, когда и как появились эти фигуры. Некоторые исследователи выдвинули теорию о том, что круги могли возникнуть под действием природных факторов, таких как ветер или движение животных. Однако в 300 милях от этих кругов находится загадочная древняя цивилизация, оставившая множество артефактов. Археологи начали рассматривать возможность, что круги могли быть связаны с ритуальными практиками этих людей. В 2020 году местные фермеры заметили изменения в круге. Некоторые из них исчезли, другие увеличились в размерах. Это привело к новому витку обсуждений о происходящем на этом участке земли. Следы активности животных, заметные на поверхности, также вызывали вопросы. Почему круги меняются? Какова их связь с бывшей цивилизацией? Тем временем технологии спутникового наблюдения начали позволять увидеть круги в разных масштабах и под разными углами. Ученые продолжают исследовать эти загадочные образования, пытаясь разгадать их тайны. Каждое новое открытие добавляет штрихи к этой интригующей истории, пробуждая интерес по всему миру. Споры о происхождении кругов не утихают, и с каждым днем они становятся все более загадочными. На данный момент ни одно из предположений не получило окончательного подтверждения, и загадка кругов остается открытой. На юге Бразилии, в небольшом городе Парана, установлена уникальная скульптура Кристофера Колумба. Эта статуя была открыта в 1993 году в честь колониального наследия. Колумб изображен на пьедестале с картой в одной руке и компасом в другой, что символизирует его роль в открытии новых земель. Однако внимание привлекают и окружающие его фигуры коренных жителей, изображенные на основании. Местные жители начали задаваться вопросами о значении этих фигур и их связи с колонизацией, что привело к бурным обсуждениям и спорам. В 2020 году памятник стал объектом вандализма. Группа активистов нанесла граффити на статую, осуждающую колонизацию. Это событие привлекло внимание национальных СМИ и вынудило местные власти обсудить будущее памятника. С момента установки скульптура стала не только символом исторической значимости, но и мишенью для протестов. После акций протеста начались разговоры о переносе памятника в музей. Этот шаг вызвал разделение мнений. 50% опрошенных поддержали сохранение статуи, тогда как 45% были за ее удаление. Обострение споров привело к общественному опросу и активным обсуждениям в местных СМИ. Местные жители организовывали встречи для обсуждения культурной ценности статуи. В 2021 году во время крупного мероприятия произошла стычка между сторонниками и противниками памятника. Конфликт привел к столкновениям, в результате которых несколько человек получили травмы. Полиция вмешалась, чтобы разнять толпу и восстановить порядок. На фоне этих событий исследователи начали изучать культурную значимость статуи и ее влияние на общественное сознание. Историки, антропологи и социологи провели несколько исследований, чтобы понять, как памятники формируют восприятие истории. Результаты этих исследований были опубликованы в научных журналах и вызвали новые дискуссии о роли подобных объектов в современном обществе. Скульптура Кристофера Колумба в Паране продолжает оставаться не только объектом восхищения, но и символом сложных исторических процессов. Обсуждения вокруг памятника продолжают развиваться, отражая изменения в общественном мнении и культурные ценности Бразилии. На западе Намибии, в пустыне Намиб,
спрятаны заброшенные города, которые когда-то были центрами процветания и жизни. Эти города, оставшиеся без людей, поражают своим масштабом и атмосферой заброшенности. 80 лет назад они были основаны в разгар золотой лихорадки, когда европейские поселенцы искали богатство в этих скалистых землях. Одним из таких городов стал Соссусвлей, где находились шахты и заводы, извлекавшие драгоценные минералы. К 2020 годам дела в этих местах резко изменились. Запасы золота истощились, и население покинуло города. Строения начали разрушаться, а песок постепенно заполнил улицы. Окруженные дюнами дома и шахты стали немыми свидетелями былого величия. Некоторые здания сохранились в удивительном состоянии, их стены все еще держат краску, но большинство из них находятся в состоянии упадка. Местные жители рассказывают сказания о призраках, бродящих по этим пустынным просторам. В 2020 году туристы начали проявлять интерес к заброшенным городам. Фотографы, искатели приключений и исследователи начали приезжать, чтобы запечатлеть уникальные пейзажи и атмосферу, пронизанную историей. Гид по пустыне Оливер организовал туры, во время которых он делился местными легендами. Он указывал на уцелевшие здания и объяснял, как здесь жили люди, как строились общины. Каждый его рассказ погружал слушателей в атмосферу ушедшей эпохи. Однако среди восхищения и интереса начала возникать новая проблема. 80 лет заброшенности привели к тому, что здания начали разрушаться еще больше. Местные власти забили тревогу по поводу безопасности. Некоторые туристы стали получать травмы из-за обрушившихся стен или несущих конструкций. В результате этого возникли дебаты о том, как охранять эти исторические памятники и при этом сохранять доступ для посетителей. В 2020 году администрация Намибии инициировала проект по охране заброшенных городов. Эксперты по культурному наследию и архитектуре были приглашены для оценки состояния зданий. Они начали проводить обследования, чтобы определить, какие здания можно восстановить, а какие следует закрыть для посетителей. Обсуждалась возможность создания музеев под открытым небом, которые бы рассказывали о жизни в этих местах. Тем временем в пустыне возникали новые проблемы. Необычные явления, такие как изменения в почве и аномальные погодные условия, начали привлекать внимание ученых. Исследователи выдвинули теорию о том, что заброшенные города могут быть связаны с местными экологическими изменениями. Ученые начали собирать образцы почвы и воды, чтобы выяснить, как долго эти строения могут продержаться в условиях пустынного климата. Заброшенные города Намиба продолжают оставаться объектом интереса и споров. Их судьба не определена, но они становятся все более важными для обсуждения вопросов культурного наследия и экологии. Каждый новый визит в эти места наполняет атмосферу историей, а призраки прошлого становятся свидетелями изменений, которые происходят в настоящем. В заливе Молока, где вода некогда была спокойной, нарастают тревожные события. Местные рыбаки начали сообщать о странных явлениях. Корабли-призраки, которые исчезли из памяти, вновь стали появляться на горизонте. Эти судна, обросшие ржавчиной и мхом, внезапно возникали, словно выныривали из глубин. Их появление вызывало не только любопытство, но и страх среди местных жителей. В начале 2020 года группа туристов, привлеченная слухами о призраках, решила отправиться в залив. На борту катера, уставленного камерами и оборудованием, они направились к одному из призрачных кораблей, старому бомбардировщику, который когда-то использовался для охоты на тюленей. Приближаясь, команда услышала странный звук, похожий на треск дерева. Корабль выглядел живым, на палубе сидел человек с пустыми глазами и рваной одеждой. Он начал кричать, предостерегая их от опасности, но его слова были неразборчивы на фоне ревущих волн. Местные власти начали расследование появления призрачных кораблей. Ученые и эксперты спорили о причинах этих явлений, от экологических изменений до проявлений таинственных сил. Некоторые выдвинули гипотезу о подводных вулканах, выбрасывающих газы, влияющие на видимость. Другие настаивали на легендах о морских духах и потерянных душах. С каждым днем количество призрачных кораблей росло, и жители начали избегать выхода на море. Рынок рыбы и морепродуктов пошел на спад, а некоторые семьи опасались даже прогулок вдоль берега. На фоне этих событий местные активисты организовали митинги, требуя от властей действий для обеспечения безопасности. Вскоре в залив приехала команда исследователей, возглавляемая океанографом доктором Мартином. Он изучал старые морские карты и свидетельства местных жителей.
Доктор Мартин обнаружил, что некоторые из кораблей были зарегистрированы как потерянные много лет назад, и начал изучать их историю, надеясь выяснить причины их возвращения. Один из рыбаков, ставший свидетелем появления призрачного корабля, решил отправиться на его поиски. Он взял старую лодку и вышел в море, полон решимости выяснить правду. Когда он приблизился к кораблю, его лодка начала скользить по воде, словно что-то невидимое тянуло ее в глубину. Тем же вечером его семья не дождалась возвращения, и тревога охватила всю общину. Ситуация накалялась. Корабли-призраки угрожали не только рыболовству, но и стали символом таинственной силы, которую невозможно остановить. Ученые, местные жители и туристы начали понимать, что эта загадка может быть глубже, чем они могли предположить. Корабли, покоящиеся на поверхности, скрывали нечто большее, чем историю потерь. Нараставший страх стал ощутимым, и каждое новое появление призрачных судов добавляло напряжения в жизнь залива. В Антарктиде, среди бескрайних ледяных просторов, недавно появились странные структуры, которые стали объектом обсуждений среди ученых и исследователей. Эти необычные образования были замечены на спутниковых снимках и привлекли внимание не только научного сообщества, но и множество теоретиков заговора. Структуры напоминали гигантские геометрические фигуры, четкие линии которых резко контрастировали с хаотичным ландшафтом. Некоторые из них выглядели как огромные круги, другие — как сложные узоры. В 2020 году группа ученых, отправившаяся на исследование этих аномалий, столкнулась с рядом трудностей. Прибыв на место, они обнаружили, что под слоем льда скрыто множество неизвестных формирований. Каждый шаг по ледяным полям проводил их к новым загадкам. Однажды ночью, когда тишина окутала исследовательский лагерь, один из ученых заметил странное свечение, исходящее из глубин льда. Он немедленно собрал команду и направился к источнику света. Приближаясь, они увидели, что свечение исходит от одной из структур. Стены этой формы были прозрачными, и внутри можно было разглядеть нечто, похожее на сложные механизмы, которые двигались словно живые. Ученые начали записывать свои наблюдения, когда внезапно структура начала издавать треск. Земля под ними задрожала, и ледяная поверхность начала трещать. Команда в панике пыталась вернуться в лагерь, но путь был заблокирован. Ситуация усугубилась, когда связь с исследовательским центром была потеряна. Команда оказалась отрезанной от внешнего мира. Неизвестность и страх охватили ученых, так как они не знали, что именно скрывают эти структуры. На фоне напряжения атмосфера накалялась, и среди членов команды начали возникать споры о том, следует ли продолжать исследование или вернуться в лагерь. Тем временем на другом конце мира новости о странных структурах в Антарктиде начали распространяться через социальные сети. Теоретики заговора начали выдвигать гипотезы о том, что это следы внеземной жизни или остатки древней цивилизации. Чем больше слухов появлялось, тем больше внимания привлекались к исследовательской миссии. На фоне этих событий ученые, находящиеся в полнейшем заточении, начали замечать странные явления. Ночью они слышали звуки, напоминающие шепот, исходящий из структур. Один из ученых, Марио, предложил, что это может быть результатом того, что их исследования привлекли внимание неведомых существ или сил. С каждым днем страх и напряжение нарастали. Как только они надеялись найти выход, структура, к которой они стремились, внезапно активировалась, излучая яркое свечение. В этот момент команда поняла, что их шансы на спасение сокращаются. С каждой минутой загадка становилась все более сложной. Что скрывается за этими структурами? Ответы могли стоить им не только жизни, но и их разума. Ситуация накалилась до предела. Исследователи оказались на пороге столкновения с чем-то, что могло изменить их жизнь навсегда. В Перу среди величественных Анд расположены необычные геоглифы, которые издавна привлекают внимание исследователей и туристов. Эти огромные рисунки на земле, выполненные древними культурами, представляют собой загадку, которая до сих пор не имеет окончательного объяснения. В 2020 году группа археологов отправилась на исследование этих геоглифов, надеясь разгадать их тайны. Однако по мере продвижения в исследовании они столкнулись с рядом неожиданных и тревожных событий. Команда прибыла в район Наска, где геоглифы особенно хорошо сохранились. Первые дни прошли в изучении рисунков, среди которых выделялись изображения животных, растений и геометрических фигур. Исследователи использовали спутниковые технологии для более точного картирования геоглифов. Но вскоре они начали замечать странное поведение местных жителей.
Несколько раз к ним подходили люди, настойчиво предупреждая о том, что не следует продолжать исследования. Их беспокойство вызвало у археологов недоумение, но, несмотря на это, они продолжали свою работу. На третий день, когда команда работала над одним из крупных геоглифов, начали происходить странные вещи. Внезапно под ногами исследователей раздался треск, и земля начала дрожать. Археологи в панике бросились прочь от геоглифа, но вскоре поняли, что это всего лишь естественное землетрясение. Однако, когда они вернулись к месту работы, то заметили, что рисуночные линии на земле стали более четкими, как будто сами по себе изменились. Это вызвало новые споры среди команды о том, что именно происходит. Параллельно с этим одна из участниц команды, Лаура, обнаружила в своих записях упоминание о древнем культе, связанном с геоглифами. Исследования показали, что местные народы использовали эти изображения для ритуалов и как ориентиры для навигации. Лаура начала подозревать, что их присутствие в этом месте могло нарушить что-то, что бережно хранилось в течение столетий. С каждым новым днем ее опасения усиливались, когда она замечала, что некоторые из геоглифов, казалось, начали менять форму. Тем временем давление со стороны местных жителей возросло. Они начали организовывать митинги, требуя от археологов покинуть территорию. Один из старейшин племени даже пришел к лагерю команды с просьбой о том, чтобы они ушли, утверждая, что геоглифы являются священными и охраняемыми духами предков. В ответ археологи решили провести встречу с местными жителями, чтобы обсудить их опасения и попытаться наладить диалог. Однако, когда они попытались объяснить свои намерения, ситуация вышла из-под контроля. Местные жители стали агрессивно настроены, обвинив археологов в осквернении священных мест. В разгар спора произошел второй толчок, и команда поняла, что волнение со стороны природы и людей связано с их исследованиями. В этот момент археологи осознали, что их работа может иметь последствия, которые они не могли предвидеть. На фоне напряжения внутри команды начались расколы. Лаура настаивала на том, что им следует покинуть территорию, тогда как другие члены команды были уверены, что они должны продолжать исследования. Ситуация становилась все более критической. Геоглифы, которые когда-то казались простыми историческими объектами, теперь стали символом конфликта между прошлым и настоящим, миром и природой. Исследователи оказались на грани выбора, который мог изменить их жизни навсегда. В Австралии, в небольшом городке Бунбури, расположилась гигантская куриная нога, созданная в честь местной птицефабрики. Эта странная скульптура привлекала внимание местных жителей и туристов, но в последнее время вокруг нее начали происходить необычные события. Местные жители стали замечать редкие виды птиц, появлявшихся в окрестностях, а некоторые утверждали, что слышали странные звуки, исходящие от куриной ноги. В начале 2020 года группа туристов, привлеченных слухами о куриной ноге и ее таинственных явлениях, решила посетить Бунбури. Они прибыли с камерами, готовые запечатлеть это зрелище. Когда они подошли к скульптуре, начался сильный ветер, и одна из туристок заметила, что куриная нога изменила цвет. Это вызвало чувство тревоги, но группа продолжила снимать. Тем временем в городе происходили и другие странные события. Местные фермеры сообщали, что их птицы начали вести себя необычно. Вместо того, чтобы клевать корм, они собирались в круги и издавали крики, похожие на песнопение. Это поведение пугало местных жителей. Усиливающаяся тревога привела к проведению собрания в городском совете, где обсуждали возможность временного закрытия куриной ноги для посетителей. Некоторые жители утверждали, что это связано с древними мифами о земных духах, охраняющих местные земли. Они считали, что куриная нога — это не просто скульптура, а портал с магическими силами. В ответ на эти споры группа туристов решила провести собственное исследование. Они начали собирать свидетельства о мистических событиях в округе. На 4-й день их пребывания, когда группа снова направилась к куриной ноге, они заметили, что вокруг нее собралось множество людей, которые тоже слышали звуки. Внезапно из толпы выбежал местный житель, утверждая, что куриная нога заколдована и призывает птиц для защиты от вмешательства человека. Это вызвало волну сомнений и страхов среди туристов. Параллельно с этим экологическая группа начала расследование странных явлений в округе. Они собрали образцы почвы и воздуха для анализа, чтобы выяснить, как изменения в экологии могли повлиять на поведение птиц и местных жителей. С каждым новым фактом ситуация становилась все более запутанной.
Накал страстей достиг предела, когда однажды ночью группа туристов решила остаться у Куриной ноги, чтобы заснять возможное проявление магии. Они установили палатки, но вскоре начали слышать крики и шепот. Неожиданно скульптура осветилась ярким светом, а вокруг нее начали кружиться птицы, создавая атмосферу ужаса и трепета. Туристы были потрясены. Они не могли понять, происходит ли это на самом деле или это всего лишь иллюзия. Ситуация обострилась, когда жители Бунбури начали делиться своими страхами и сомнениями. Куриную ногу стали воспринимать не только как туристическую достопримечательность, но и как источник неизведанной силы, способной изменить их жизнь. Каждый новый день приносил новые загадки, а сами жители начали сомневаться в своих представлениях о привычной реальности. Напряжение нарастало, и вскоре все поняли, что странная скульптура может стать причиной конфликта между наукой и мистикой, между современным миром и древними поверьями. На поверхности озера Каджонг царила тишина, но под водой скрывалась интригующая тайна. Подводные леса, усыпанные старыми деревьями, охваченные мраком и таинственным светом, стали объектом внимания исследователей. В 2020 году команда дайверов, вооруженная современным оборудованием, отправилась вглубь озера, чтобы разгадать его загадки. Они знали, что леса под водой скрывают не только флору, но и возможные артефакты, оставленные древней цивилизацией. Когда дайверы погрузились в воду, они попали в завораживающий мир полной жизни. Увидев, как лучи света пробиваются сквозь деревья, они начали исследовать подводные структуры. Внезапно один из дайверов, Эмили, заметила странное свечение, исходящее от массивной коряги, окруженной живописными водорослями. Она приблизилась и обнаружила, что свет исходит от камня, украшенного древними символами. Когда Эмили дотронулась до камня, он внезапно осветился ярким светом, и в этот момент вода вокруг стала мутной. Дайверы начали паниковать, когда почувствовали, что что-то не так. Внезапно потоки воды закружились, создавая вихрь, и они оказались втянутыми в силу, которой не могли противостоять. На мгновение им показалось, что они теряют сознание, но затем все стихло. Под водой стало тихо, и дайверы, очнувшись, обнаружили, что находятся в мистическом пространстве, окруженном фигурами, которые казались живыми. Эти создания напоминали смесь людей и рыб, смотрели на них с любопытством. В центре этого мира стояла та же коряга, но теперь она была окружена светом. Один из существ, указывая на символы на камне, начал говорить. Его слова были неразборчивы, но ощущение было ясным. Они были призваны сюда для чего-то важного. В это время на поверхности исследователи начали паниковать из-за отсутствия связи с дайверами. Команда начала поиски, пытаясь понять, что произошло. Они начали исследовать область вокруг озера, обнаружив разрушенные конструкции и артефакты, которые, казалось, были частью древней цивилизации, связанной с подводным лесом. Вернувшись под воду, Эмили и ее команда пытались понять, что означают символы и как они связаны с местной культурой. Вдруг они поняли, что леса Каджонга были не простыми природными образованиями, а остатками забытой цивилизации, которая использовала воду как священное место. Они осознали, что свечение камня было не просто светом, а неким сигналом, который активировал их присутствие в этом месте. В этот момент коряга начала излучать еще более интенсивный свет, и дайверы услышали откровение. Они поняли, что их исследование не просто о поиске артефактов, это было о восстановлении связи с прошлым, о понимании того, что произошло с древней цивилизацией и почему они исчезли. Эта цивилизация оставила свои следы не только на поверхности, но и в водах озера, и теперь они стали частью этой истории. Ситуация достигла критической точки, когда дайверы поняли, что в их руках находится возможность восстановить утраченное знание. Они вернулись к символам, и каждый из них почувствовал, как энергия леса проникает в их души. Они должны были решить, как использовать эту силу — для сохранения знаний или для личной выгоды. У них не было времени на раздумья, потому что подводный мир снова начал меняться, и они знали, что должны действовать быстро, чтобы не потерять шанс разгадать тайну подводных лесов. В горах Урала, среди дремучих лесов и таинственных пиков, скрывались тайные базы, о которых давно ходили слухи. Эти места привлекали внимание искателей приключений и исследователей, желающих разгадать их тайны. В 2020 году группа археологов и историков решила отправиться в экспедицию, чтобы выяснить правду о загадочных сооружениях, которые могли скрывать военные секреты и знания древних цивилизаций.
Когда команда достигла одной из баз, они обнаружили старые, заросшие мхом здания. Внутри им встретились остатки техники и оборудования, давно вышедшего из строя. Среди обломков они нашли документы, в которых упоминались эксперименты, проводившиеся в этих горах в середине XX века. Но больше всего их поразили упоминания о таинственном проекте, связанном с изучением необычных природных явлений. Археолог Семен нашел в одном из хранилищ старую карту, на которой были отмечены расположения других баз, связанных с проектом. Команда немедленно решила отправиться по указанным маршрутам, полной решимости разгадать этот загадочный замысел. Когда они прибыли на следующее место, их ожидало неожиданное препятствие. База выглядела почти нетронутой, а перед входом стояли двое военных, которые явно не собирались пускать их внутрь. Конфликт назревал, и археологи решили действовать осторожно. Вместе с местным жителем, знающим окрестности, они нашли обходной путь и добрались до внутреннего двора. Внутри они обнаружили лаборатории с оборудованием для научных экспериментов, связанных с воздействием магнитных полей на живые организмы. Археологи восстановили данные и пришли к шокирующему выводу. Исследования проводились с целью создания нового вида существ, способных адаптироваться к экстремальным условиям. Записи указывали на то, что эксперименты привели к непредсказуемым последствиям, некоторые образцы стали нестабильными. Расчеты показывали, что произошедшие аномальные явления, включая странные изменения в природе, могли угрожать не только местным жителям, но и всему региону. Когда команда осознала масштабы происходящего, охватил страх. Их находка могла изменить представление о научных исследованиях и обнажить существующие опасности. В этот момент они решили сообщить о своих открытиях властям. Однако, когда археологи начали собирать документы и пытались связаться с внешним миром, на базу вновь пришли военные. Ситуация накалилась до предела. Команда оказалась в ловушке. Покинуть базу с найденной информацией было невозможно, и оставаться здесь стало крайне опасно. Столкновение между археологами и военными стало неизбежным. Скрытые тайны прошлого и угрозы будущего теперь угрожали их жизни. В этот критический момент команда должна была решить, какой шаг предпринять, чтобы не только сохранить свои жизни, но и попытаться предотвратить потенциальную катастрофу. Ситуация обострялась, и шансы на спасение становились все меньше. В воздухе витала напряженность, которая предвещала неизбежный конфликт, и команда понимала, что время на исходе. В Соединенных Штатах, в пустынных территориях скрывались секретные военные сооружения, о которых ходили слухи. После инцидента в Урале археологи, столкнувшиеся с военными, успели передать информацию о своих находках в СМИ. Это привлекло внимание частных организаций и независимых экспертов, и ситуация накалялась. Группа исследователей решила продолжить расследование, направившись к одному из закрытых объектов в США, полной решимости узнать, что скрывают эти сооружения. Когда команда прибыла на место, они обнаружили, что доступ к объекту был значительно усилен. Военные патрулировали территорию, установив дополнительные заграждения. Группа, состоящая из бывших военных и гражданских экспертов, разработала план проникновения в зону, чтобы выяснить, что скрывается за стенами. Используя технологические устройства, они обошли охраняемую территорию и проникли внутрь. Внутри их встретили лаборатории, оборудованные сложной техникой. На стенах висели карты, отмеченные аномалиями, схожими с теми, что они нашли в своих предыдущих исследованиях. Ученые работали над проектами, которые могли быть направлены на создание новых форм жизни или улучшение существующих. В одной из лабораторий исследователи нашли компьютеры с данными о проектах, касающихся воздействия на клетки и генетических модификаций с использованием магнитных полей. Они осознали, что могут раскрыть опасный заговор, который угрожает жизни и будущему целых регионов. В этот момент сработала сигнализация. Команда поняла, что их обнаружили. Они бросились к выходу, но путь был заблокирован. Оказавшись в ловушке, исследователи решили записать обращение к обществу, раскрывая информацию о тайных экспериментах и потенциальной угрозе. Когда их видео начало распространяться по интернету, внимание общественности к проектам резко возросло. Вскоре вмешались независимые журналисты и правозащитные организации, требуя расследования. Под давлением общественности военные были вынуждены открыть информацию о своих проектах. Началось разбирательство, а многие ученые, участвовавшие в экспериментах, столкнулись с последствиями своих действий. Команда археологов стала символом борьбы за правду и прозрачность.
Их открытие изменило общественное мнение о неконтролируемых исследованиях и влиянии технологий на жизнь. Секретные военные сооружения не могли оставаться в тени, и начался новый этап в науке и этике. Хотя угроза, исходившая от экспериментов, еще не была полностью устранена, общество стало более осведомленным и готовым бороться за свои права. История, которую начали исследователи, оставила след в памяти многих. Она подчеркнула важность контроля над тем, что происходит за закрытыми дверями, и необходимость защищать свою свободу и безопасность. Научные исследования должны служить людям, а не разрушать их. Каждый шаг в этой борьбе стал шагом к более светлому будущему, напоминая всем о необходимости бдительности и ответственности в вопросах науки и морали.